Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня снова все очень просто. Буду готовить обед. Для кого-то это блюдо может стать ужином или вкуснейшим гарниром. Буду запекать брюссельскую капусту. Ароматно, вкусно и, как я уже сказал, совсем не сложно. Вот прям тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали! Сразу разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия, 400 Фаренгейта. Капусту, само собой, хорошенько промываем. Она у меня прям такая молоденькая, свежая, не каменная. Для этого блюда как раз идеально, не потребует предварительного отваривания. Просто слегка, вот чуть-чуть подрезаю, подчищаю ножки и разрезаю пополам. Если есть какие-то такие подуставшие листья сверху, их тоже убираем. Не стоит срезать ножку, кочерышку сильно, иначе капуста просто развалится на листья. Стараемся сохранить ее красивыми половинками. И сразу складываем половинки капусты в какой-нибудь салатник, большую чашу, тарелку. В общем, туда, где удобно это будет все в дальнейшем перемешивать. Мы готовим сразу много и, не поверите, за один раз можем съесть весь противень. Очень вкусно получается и прям съедается моментально. Берем хорошее оливковое масло, в чашу его на капусту, бальзамический уксус, туда же пару ложек. Как вариант, можно использовать вустерский соус. И то, и другое работает отлично. Немного кленового сиропа, все-таки мы в Канаде или где. Но если кленового сиропа у вас нет, не найдете, можно использовать мед или какой-нибудь другой сироп. Совсем чуть-чуть. И какие-нибудь ароматные травки. Я добавлю немного орегано и чуть-чуть лимонного тимьяна. Лимонный тимьян — это что-то невероятно ароматное. Если сейчас думаете, что посадить в этом сезоне из зелени, очень рекомендую. Прям невероятно. По желанию можно добавить молотый или хлопьями перчик чили, если хотите поострее. Приправляем солью и черным молотым перцем. И все это хорошо, нежно, но тщательно перемешиваем. Нежно, чтобы не повредить половинки капусты, чтобы она осталась целыми половинками, красивая. Но при этом капусту необходимо во всем этом вкусном и ароматном как следует обвалять. Берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем туда капусту, равномерно половинки по противню распределяя, желательно в один слой. Можно сделать это блюдо без мяса, а можно что-нибудь добавить. У меня, например, в холодильнике есть вот такие вот колбаски, кстати, тоже с кленовым сиропом, слегка пикантные, такие остренькие. Я их сейчас меленько туда нарежу. Можно использовать кусочки курицы. Единственное, лучше брать кусочки пожирнее. Не грудку, а, например, бедрышко тоже можно порезать кусочками. Можно бекон. Ну и, как я сказал, можно обойтись вообще без всего этого, если не хотите добавлять туда мясо. И еще вкуснее капусту сделает натертый и в духовке расплавленный сыр. У меня здесь кусочек состаренного, выдержанного чеддера. Натираю его на крупной терке. Можете использовать какой-нибудь другой ароматный сыр, грюйер, эмменталь. И крупно натертым сыром посыпаем капусту сверху, тоже равномерно все по противню распределяя. Можно, кстати, использовать и голубой сыр, сыр с плесенью, а можно какой-то рассольный, например, фета. Тоже прекрасно сюда впишется. В общем, экспериментируйте. И теперь всю вот эту вот красоту ставим в уже разогретую духовку. И запекаем минут 25, максимум 30. Все должно хорошенько подрумяниться. Сыр должен расплавиться, но ни в коем случае ничего не должно подгореть. И уж тем более сгореть. Поэтому следите. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Как это красиво и как это ароматно. От запахов реально можно захлебнуться. Это очень-очень аппетитно. Слегонца еще добавляем какой-нибудь свежей зелени. Орегано, тимьян, опять же. Буквально несколько листиков тут и там, чтобы сделать блюдо еще более таким праздничным, аппетитным на вид и еще более ароматным. И все, можно раскладывать по тарелкам, нужно раскладывать по тарелкам, пока все это еще горячее. Как вы понимаете, это полноценный обед или ужин. Здесь и мясо, и овощи, и даже сыр для любителей имеется. Есть у меня тут один такой. Тарелку держим крепче. Если вы смотрели предыдущее видео с рецептом, то понимаете, о чем я. В общем, приятного аппетита. Это очень вкусно. Какое же чудо. Какая капуста невероятно вкусная. Это же и сыр, и вот эти вот прекраснейшие мини-колбасочки. Меня уколбасило и укапустило.
И всем срочно надо. Очень вкусно. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео, как всегда, жду ваши лайки. Не скупитесь, не жалейте, это поддерживает видео, канал и помогает видео на канале выходить чаще. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и друзей сюда зовите. Всем желаю отличного весеннего настроения, вкусных обедов, ужинов, завтраков, в общем, всего самого хорошего и вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока.